Квочка сидит отлично. Все хорошо. Курочка, квочка и 5 цыплят. Людей они здесь не видят, они живут на даче сами, поэтому они немножко диковатые. Но когда я начинаю у них убирать, они ко мне привыкают. Вот так вот я застелила им чистую подстилку. Это у меня вот такое вот красивое зеленое сено. И они понемножку, кстати, клюют его и кушают. Что я хотела еще рассказать по поводу этих цыплят. Расскажу вам мой опыт, как они здесь одни на даче были. Вылупились эти цыплята 11 января. И, как вы понимаете, это самый холодный месяц зимы. И у нас как раз в это время были сильные морозы. Ночью было минус 18, минус 17. И поэтому мне пришлось включить отопление. Отопление я включила на единичку, на минималочку. Здесь батареи были тепленькие. И так они здесь были до 10 дней их жизни. И вы сейчас можете увидеть, что здесь стоит батарея, но она холодная. Отопления ни сейчас уже нету. И еще в прошлый раз я приезжала, тоже отопления уже не было. То есть эти цыплята грелись здесь, в этом помещении, батареей только первые 10 дней жизни. Через 10 дней этим цыплятам будет ровно месяц. И они уже у меня живут без обогрева. Греются они с помощью квочки. Такое можно делать только если есть квочка. Конечно, если цыплята живут сами без квочки, нужно обязательно ставить красную лампу или же обогрев. Это нужно обязательно. Но так как у меня есть квочка, я обогревала это помещение буквально 10 дней. И можете увидеть, что вот тут стоит вот такая большая батарея, но она холодная. Отопления здесь в этом помещении нет. Напомню, вывелись эти цыплята 11 января, а сегодня 2 февраля. Вот такие малыши у нас. Добавила этим цыплятам еще одну кормушку, потому что цыплята растут, и им нужно, соответственно, больше корма. И меня еще спрашивали, чем кормлю я цыплят. Цыплята у меня кушают комбикорм. Это старт. Самый-самый маленький комбикорм вот такой вот фракции, видите? И вот я уже добавила им одну кормушку. Цыплята растут. Можете видеть, что они уже не в пуху, а уже в перышках. И это очень хорошо. Видите, как создала природа? Холодно, и цыпленок быстренько начинает обрастать перьями. Воду я даю цыплятам сейчас с витаминами. Здесь у меня аскорбиновая кислота на кончике ножа на 1 литр воды. То есть здесь у меня стоит 3-литровая банка. Значит, 3 раза на кончике ножа аскорбиновая кислота. Это очень хороший витамин для цыплят. Я всегда так выращиваю своих цыплят. Черненький вижу петушок. Уже смотрите, какой гребешок вырос. Смотрите, цыпленку еще нет месяца, а у него уже большой гребешок. И вот видим, что черненький это у нас петушок. Спрятала их, да?
спрятала от меня. И вот так вот они прекрасно, без отопления, сидят с мамой-квочкой. Конечно же, я все продумала. У них снизу на полу постелен пенопласт. И на пенопласте уже дальше постелена вот такая вот ткань. Ткань сухая. Я просто убираю остатки сена с пометом. Все это сметаю и застилаю свежее сено. Желательно это делать очень аккуратно, чтобы минимально беспокоить квочку с цыплятами. Ну, а когда уже немножко потеплеет, квочка с цыплятами переедет в курятник. Там в третьем вольере у меня специально приспособлены помещения, разделены на небольшие. Это специально для квочек. Конечно, если цыплята содержатся без квочки, обязательно нужно до 2 месяцев, если это зимний период, обязательно нужно ставить обогрев. Сверху закрываю сеткой. И все. И цыплята с квочкой живут на даче сами. Корм у них есть предостаточно. Вода тоже. И есть даже комната отдыха, куда они могут прогуляться. И в помещении горит свет. Лампочка экономка. Ну, а батарея холодная. И вот так вот это выглядит окончательно. Все вот в таком виде я оставляю квочку с цыплятами.